15 марта скажите одно денежное слово. Также сегодня, 15 марта, приготовьте кашу с медом, для того, чтобы в доме всегда царила гармония. А также почему нужно сегодня купить герань и сажать рассаду. Все более подробно, друзья, далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Сегодня, 15 марта, христиане чтут память святого мученика Феодота, епископа Киринейского. Своими проповедями, мыслями и суждениями он наставлял простых людей на путь истинный, на веру христианскую, а грешникам советовал исправляться, исповедоваться и каяться, пока не поздно. Бог наградил святого Феодота даром исцелять и врачевать, чем он и занимался на протяжении половины своей жизни. Также сегодня отмечают обретение икона Божией Матери, именуемая Державная. Старый народ прозвал святого Федота ветроносом, поскольку в данный праздник часто были сильные холодные ветра. В народе было придумано массу поговорок по этому поводу. Ветронос, потому что он везде сует свой нос, задирает курам хвост. Или наши предки говорили, что если на Федота снежный занос, ветер, метель, то долго травы не будет. А вдруг вместо тепла погода шептала о морозе, то говорили старцы следующее: Федот да не тот. Если на Федота ветер, то все сено снесет. На Федота суметы – это к большим снежным сугробам. Ветер на праздник Федота считали несчастливым. Поговаривали, что он задумал в дом злые вести, несчастья, болезни. Поэтому старались закрывать двери домов на засов, а окна закрывали даже деревянными створками внутри домов. Если же на улице дул теплый ветерок, лето ожидалось душным и жарким, но с частыми проливными дождями. А мокрое и сырое лето ждали люди, когда за окном был дождливый день с порывистым ветром. Дул холодный северный ветер со снегом, значит, дело шло к холодному и неприятному лету. Если вместо долгожданного тепла вдруг ударял грубый мороз, говорили старики следующее: «Федот да не тот», или же «Мороз пришел к плохому сенокосу». Ожидали неприятную ситуацию с кормом для скота и нервничали за нехватку сена. Время Великого Поста приходится на праздник Федота, именно поэтому празднование, обычаи и традиции обычно исходили из этого. Шумных застолий, выпивки и жирной пищи не наблюдалось на столах у крестьян по случаю праздника. Староверы всячески старались избегать конфликтов, драк и различные глупые мысли с негативом в этот день. В народе считали, что дух ветров может забрать человека к себе, если тот выйдет в этот день на улицу. На людей могло упасть дерево, падали сосульки с крыши и проливались в огромные ямы. Но если все-таки нужно было куда-то идти, покинуть свой дом, нужно обязательно было идти по ветру, чтобы не навлечь в себя беды и болезни. За правило было высадить сегодня сельдерей, баклажан, кабачки, лук. Именно в этот день Феодота считался благоприятным и способствовал шикарному урожаю. Мощь цветущих и растущих плодовых деревьев весной не сравнится ни с чем, считали христиане. Они завлекали их ароматом, чистым воздухом и плодами. Но сад для них было действительно немного более. Это не только отрада для глаз, они использовали густые деревья и высокие кустарники для поглощения шума от повозок, крика при выгуле скота, различной пыли и просто для того, чтобы никто не заглядывал мимо проходя. Всегда были дилеммы о том, когда стоит высаживать семена с рассадой, весной или осенью. И тут народ особо не задумывался, так как кушать нужно было здесь и сейчас. Поэтому сажали абсолютно одинаково. Главное было дождаться благоприятной погоды для этого дела. Если глянуть на нашу погоду сегодня, то все осталось неизменно. Сажать все так же стоит весной или осенью. Стоит обязательно обращать внимание на благоприятную погоду. Утром и вечером в течение хотя бы 3 от 5 дней.
За посадку деревьев стоит браться только после оттаивания почвы, так как дерево не сможет питаться полезными веществами и пить водичку будет с большим трудом. На участках вашего сада, где грунт тяжелый и влажный, старайтесь высаживать деревья и кусты молодые весной. Осенью они, вероятно всего, будут унывать и в конечном итоге уйдут безвозвратно. Не высаживайте саженцы в сезон дождей, в сухую или жаркую погоду, в зимнюю пору года, так как растения не приживутся и не дадут урожая даже после молитв. Поэтому советуем вам выбирать яркое место, так как почти все растения любят свет, солнышко, а также защищенный участок от сильных северных ветров и стараться смотреть, где самый благоприятный разрыхленный грунт для посадки. Рекомендовали наши предки сходить в этот день на базар и, несмотря на цены, купить красный цветок в горшке, поставить на ближайшее окно возле двери входной. Этим событием люди благодарили домового и заставляли его служить семье. А когда случались неприятные вещи дома, стоило было задуматься о том, как же задобрить домового. Предки зачастую готовили ему вкусное угощение, причем меню могло быть разнообразное. Это могла быть сладкая манная каша, свежие пироги, булки и прочая выпечка, а также молоко, мед или чай с конфетой. Не жалели на это дело и рюмку водки. Люди считали, что все методы и средства хороши, и если домовой не захочет что-то, то он лишнего не возьмет. Также считали, что угощения были очень важно положить на то место, где домовой чаще всего гулял. Это была либо часть дома у двери входной, или же второй вход во двор, если, конечно, такой имелся. Были рассказы, что он любил очень места, где хранили веник с метлой, а у нас на этом месте стоял бы современный пылесос. Если также мнение и о самой высокой квартире полке, но думаем, было бы тяжело на полке все сладости и вкусную еду разместить с налитым чашком молоко. Да и, наверное, домовенку будет мало места там. Но наши предки давали четко понять, что угощение принято было оставлять на целую ночь, так как домовой будет скромничать днем и в вашем присутствии угощаться. Обращаем ваше внимание, что по народному календарю именинники 15 марта Агафон, Арсений и Ефалия. Также обращаем ваше внимание, что не стоит в этот день покупать новую одежду и совершать другие серьезные покупки, потому что они принесут только негативные эмоции. Также обращаем ваше внимание, сегодня нельзя было и приобретать цветы за исключением герани, потому что они будут высасывать энергию всех, кто живет в этом доме. Также нельзя сегодня было штопать носки, иначе можно было зашить свое собственное счастье и лишиться его. Также обращаю ваше внимание, что сегодня 15 марта, это, наверное, один из самых позитивных и успешных дней. И практически сегодня у каждого из нас во всех сферах жизни будет получаться многое. Ваша жизнь может сегодня засиять новыми красками. Все, что вы делали до этого дня, вы вкладывали силы, энергию, вы именно сегодня увидите и посмотрите на это все по-другому. Потому что все ваши планы, мечты потихонечку начинают реализовываться. Но тут, конечно же, не перегружать себя очень важно какими-то либо активными делами и заботами. Также обращаем ваше внимание, что очень хорошо сегодня напитываться энергиями от Луны, потому что Луна у нас все-таки растущая, а соответственно мы должны наполняться. И главное, не нарушайте сегодня космические и человеческие законы, не наносите вред своей карме. И не идите сегодня против именно закона. Также, друзья, мы с вами люди все позитивные, верим только в лучшее. И знаем о том, что мы должны друг другу только посылать мир, любовь, гармонию. И она будет нам же также и возвращаться.
И сегодня в начале этого видео мы сказали о том, что именно сегодня нужно произнести одно денежное слово. Вы, конечно, спросите, а что это за такое мощное слово, которое поможет вам в жизни? И мы хотим с вами поделиться сакральным кодовым словом и сказать о том, что если его вы правильно будете применять в этот день, 15 марта, то вы можете многое изменить. И это слово, друзья, «обретаю». Это слово имеет пространственно-временное значение. И здесь мы имеем в виду, что вы можете обрести все здесь и сейчас, а также в течение времени вашей жизни. И это слово «обретать» — это глагол, который несет, вы знаете, достаточно мощнейшую энергию приобретения чего-то позитивного, важного в вашей жизни. Поэтому именно сегодня, 15 марта, в любое время, когда вы идете на работу, когда вы переступаете, например, порог своего дома, когда вы приходите на работу, или вы едете в общественном транспорте, находитесь, возможно, что-либо делать, говорите слово «обретаю». И это слово вы сегодня можете произносить на протяжении целого дня. Обязательно слушайте свою интуицию, потому что именно в этом вопросе она вам сегодня будет помогать. Вы прямо будете чувствовать, когда вам нужно произнести это слово, потому что именно слово будет отправлять вас на правильную дорогу, на правильный путь. Вы будете очень четко и хорошо обдумывать все свои мысли, детали. Таким образом, вы будете создавать именно ту энергию притяжения в вашу жизнь. Например, вы можете также говорить следующие фразы, что обретаю достаток, обретаю здоровье, обретаю любовь, счастье, обретаю гармонию, обретаю высокооплачиваемую работу, обретаю квартиру и так далее. Вы лучше понимаете, чувствуете, знаете, что вам нужно именно в этот момент. И Вселенная обязательно позаботится о том, чтобы это произошло в самое кратчайшее время. И, друзья, этот глагол обретая, приблизит все ваши желания в реальность. Главное, вы должны сделать навстречу всем своим желаниям, знаете, как вот сделать первый шаг, именно провести эту важную практику. Друзья, ну а далее у нас с вами лунный календарь на 15 марта 2022 года. Друзья, по лунному календарю нас с вами ожидает 13 и 14 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Вы знаете, этот день по лунному календарю, знаете, таит в себе вот неоднозначность, неудачу, но он в том, что все как будто возвращается на круги своя. И чтобы вырваться из замкнутого круга ваших проблем, надо обязательно поработать над собой. Между тем, в этом дне есть и свои плюсы, потому что это один из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов и накопления информации. Проблемы сегодня возможны лишь из-за ваших прошлых ошибок, которые не дают вам сегодня со спокойной совестью двигаться вперед. Не нужно встречать эти проблемы в штыки, нужно радоваться, что они обнажились наконец, и их можно исправить в вашей жизни. Именно этот день такой дает возможность всем, но вы должны уметь нею воспользоваться. Также энергетика этого дня способствует раскрытию творческих начал в человеке. Именно в этот день создаются шедевры искусства. Также обращаем внимание, что сегодня активно обновляются жизненные силы, энергия, кровь, полезные вещества, все сбалансированно циркулирует в нашем организме. Превосходный день для осознания и анализа прошлого, получения новой информации, повышения уровня образования. Что же касательно стрижки волос, то стрижка сегодня оздоровит выделительную и мочеполовую систему, а также поможет решить вопросы бизнеса. Сегодня ощущается особо тесная связь со всем прошлым. Отпустите его и, наконец, позвольте новому изменить вас и вашу жизнь. И что логично, вы сможете поменять прическу сегодня, и это будет в том случае, если вы решили, что вы хотите привлечь положительные изменения в свою жизнь. Также, если вы уже улучшаете свой имидж и, например, отращиваете длинные волосы, не забудьте немного подровнять их. Такая незначительная процедура обогатит ваши волосы и благословит на быстрый рост. Как минимум, попробуйте зачесывать волосы по-другому.
Укладки и прически делайте только сегодня в домашней обстановке и только своими руками. В этот день космическая энергия передается по новым источникам, поэтому используйте свой богатый потенциал в нужном русле.